готовимся к хорошему плодотворному дню, сконцентрированному дню. Ну и посмотрим, как он начнется. Sell сигнал прямо сейчас на ваших глазах. Ну и посмотрим, что будет через 1 минуту. Потому что, исходя из того, что дает мне система, это очень хорошая продажа с большой вероятностью. И позже я расскажу все детали. Также будем разбирать основы, фундаментальные основы торговли, которые приведут вас к прибыли. Обратите внимание на качество свечей. Вот мы в предыдущем тренинге с вами это разбирали. Если вы его не смотрели, я уже записал три ролика, которые называются «Как превратить трейдинг в дело, которое приносит доход и доставляет удовольствие». Это специальная серия роликов, где я раскрываю техническую сторону, вот что трейдеру нужно знать с технической стороны, чтобы зарабатывать. Я разбираю психологические аспекты, как сохранять дисциплинированное, терпеливое состояние ума, когда вы эти технические аспекты, технические вот эти параметры внедряете, то есть как не соскочить, не сбиться с курса, не соскочить с рельсов и настойчиво исполнять свой торговый план. И финансовую сторону мы затрагиваем. Это объемы, это наращивание позиции, это управление сделками. То есть 3 ключевых аспекта торговли, которые вам тоже нужно обязательно прорабатывать. И вот на этих тренингах, как превратить трейдинг в дело, которое приносит доход, доставляет удовольствие, мы разбираем. Ведь вы можете целыми днями сидеть у экрана и какие-то деньги даже делать, но вы каждый день уставший, вымотанный, и это не доставляет истинного удовольствия. Либо наоборот, это доставляет удовольствие, но превращается в игру, где вы увлекаетесь трейдингом, но не получаете прибыль, а только теряете деньги. Но вроде как весело, да? То есть как вот держать баланс. И вот эта серия роликов именно об этом, где я сажусь, начинаю торговать. Это обычно открытие рынка, это либо Европа, либо Америка. И мы там последовательно все это разбираем, открываем позиции. То есть фокус именно на том, как вам через объективные критерии прийти к прибыли. Так что заряжаем лайк, подписывайтесь, если вы впервые на канале, делитесь с друзьями и ждем индекс Великобритании, ждем другие сигналы. Вот мы видим, по евро пришел сигнал 1.10 sell, почти 1.09 900. Но мы туда потом придем, посмотрим, что там. То есть сканеры, то, что видите слева, это автоматическая торговая система, которая просто ищет сигналы на других рынках по тренду. Тренд-сканер и смарт на разворот. Вот смотрите, все, что мы делаем в трейдинге, и вообще, когда мы готовимся к какой-то сделке или какое-то действие хотим совершить, вот действие, мы начинаем со слова «если». Потому что если ты не начинаешь с этого, то ты будешь действовать, как правило, на ощущениях. А если, то указывает на конкретные условия, при котором ты поступишь определенным образом. То есть, если в моем случае вот эту свечу не увидят, скажем, ее съедят, то есть она вот сюда придет и начнет расти дальше, выше, вот туда наверх, это говорит о том, что вот это движение закончилась. Потому что вот эта свеча, она является определяющей. Как я ее называю, очищающей. Сейчас мы до этого дойдем. Что за очищающее? Что очищающее? Это что такое? Сейчас мы до этого дойдем. Угу. Сейчас мы до этого дойдем. Очищающая свеча – это та свеча, которая, во-первых, самая длинная. Если она медвежья, то красная, либо в моем случае черная. То есть самая длинная из последних 10 свечей. Второе, она закрыта на своем минимуме, имеет небольшой совсем хвост, либо он отсутствует полностью с верхней стороны, то есть верхний хвост небольшой и нижний полностью отсутствует. И еще что важно, что эта свеча, она буквально расчищает пространство. Что значит расчищает пространство? Вот посмотрите на вот эту зону. Видите, здесь ничего не происходило, зона флета, консолидации, рынок такой мелкий. Видите, да?
И получается, что вот эта свеча, она буквально эту всю шушеру, всю эту шпану разгоняет. Да? Понимаете? Вот эта свеча. И она, как правило, выделяется среди других свечей. То есть она очевидная такая. Понимаете? То есть вот это признак силы рынка. Это называется бар силы. Бар силы. И когда он появляется, мы обычно видим движение дальше в нашу сторону. Это первое. Второе, мы допускаем, что цена может прийти к этому бару, а точнее к 2/3, к половине, вот где-то в этой зоне этой свечи. И там можно зайти снова или зайти, добавив объем. Например, продал здесь, но я продавал еще раньше, чуть агрессивнее. И, например, на коррекции еще раз зайти здесь. Понимаете, соль. Бар силы, очищающий бар, да, вот то, что у вас, потому что он может появиться где-то в другом месте, и это будет совершенно неэффективно, вы будете терять по нему деньги. Но, естественно, один этот бар не может использоваться как сигнальный, точнее, как торговая система. Мы сейчас до этого дойдем еще, потому что сигнал равно локация, локация равно сигнал, то есть нужно положить сигнал в правильную локацию, и тогда вы будете зарабатывать деньги. Понимаете? И сейчас мы это будем тоже прорабатывать с вами. Сумасшедшие просто для вас знания, они очень простые, но о них, судя по всему, либо вы забыли, если вы давно трейдер, либо вас неправильно научили. А если вы новенький трейдер, то это очень хорошо, потому что вы начинаете, скажем так, с тех основ, тех знаний, тех практических методов, которые ведут к прибыли. Говорю это с позиции более чем 12-летнего опыта, самостоятельной работы и обучения уже почти 8 с лишним лет. Я обучаю, даже YouTube, если вы посмотрите, с 2016 года существует, а я еще работал до этого с трейдером, еще до всех публичных выступлений. То есть еще много-много времени назад. Понимаете? Поэтому делайте пометки, ставьте лайки и поехали дальше. Сейчас мы будем смотреть на наш сканер, посмотрим, что там будет, какие там сигналы. Я снял прибыль по индексу Великобритании. Я ожидал, что здесь я перейду без убыток, но я принял решение забрать тейк раньше и зайти на коррекции глубже. Сейчас объясню причины своего поведения. Смотрите. И вот мы подошли к одному фундаментальному моменту. Сейчас я объясню, почему я вышел. Мы подошли к L, локации. Локация – это фаза, стадия рынка. Сейчас рынок в стадии сужения или расширения. Фаза расширения. Здесь фаза сужения. Ничего не происходит. Узко, широко. Еще раз. Узко, сейчас широко. Когда широко, ты либо забираешь тейк по ходу падения, да, в определенном месте, как я, либо, если ты не продал, ты ждешь коррекцию. Куда? К ценности. Потому что сейчас рынок ушел от ценности. Посмотрите, где цена и где мои точки. Где мои точки? Видите, черные, далеко. Нам нужно, чтобы рынок скомпрессовался, сузился. И тогда мы дальше будем искать сигналы по тренду. Ждем. Вот мы подходим как раз. Вот здесь наша зона sell. Снова sell. Видите, появился на тренд-сканере сигнал. Евро-иена.
DAX. Смотрите. Мой столбик гистограммы — это смарт-осциллятор. Позже поговорим об этом, если вы не знакомы. Если вы не знакомы друг с другом. Смарт-осциллятор, видите, уперся в потолок. Вот он измеряет степень растянутости рынка. То есть, если смарт-осциллятор уперся в сотню, то есть этот уровень наверху, вот здесь, вот он, это сотня. Это максимально возможный уровень у этого осциллятора. Соответственно, если он уперся в сотню, то я смотрю на рынок сразу. Почему? Потому что у меня может быть шанс сыграть на sell. Почему? Потому что локация, помните, в предыдущем видео говорили, бывает двух видов. То есть состояние рынка узкое и широкое. Вот это узкое, а это широкое. В широком мы не можем покупать. В широком мы можем либо продавать контр, либо ничего не делать. То есть buy нет. Здесь нельзя покупать. Можно продавать. Поэтому я смотрю на этот символ сейчас. Не спешу. Есть еще один очень важный аргумент. Можно зафиксировать прибыль по Великобритании, но мы перейдем без убыток. Мы уже сделали профит. Поэтому переведем просто в БУ. И будем рассчитывать на 7420 движение вниз. Следующий уровень, видите, горизонтальный, прерывистая линия. И вот смотрите, на DAX еще. Вот я сказал про то, что осциллятор на экстриме, но это одна, скажем так, да, часть общей картины, пазл один. Ключевой пазл номер 2 – это расстояние до белых точек. И видите, они пока находятся в острой вот этой фазе роста, вертикально. А мне нужно, чтобы рынок здесь немножко приостановился, и вот это расстояние, оно сохранилось, или даже стало больше. Потому что если будет расстояние небольшое, у меня нет причины продавать, потому что очень узко, а надо, чтобы было широко. Здесь широко, это М5, состояние рынка, а здесь пока формируется. То есть рынок расширяется, но посмотрим, насколько он будет широк. Угу. Пока нет, видите, до точек небольшое расстояние. 30 пунктов, это маловато. Я сейчас вам объясню все, вы не переживайте, кто новенькие. Смотрим за индексом DAX, смотрим за индексом Великобритании. Я ожидаю падения индекса Великобритании до 7420, там заберем прибыль. Смотрите, где смарт-осциллятор по DAX. Видите, как высоко. Это говорит о том, что может быть коррекция к ценности вот сюда. Фунт-иену посмотрим. Смотрите на фунт-иену. Видите смарт-осциллятор на экстриме? Откуда я это знаю? У меня есть сканер, который ищет вот эти экстремальные точки. Называется смарт-сканер. И вот он мне говорит фунт-иена, евро-иена, 10 часов 20 минут по фунт-иене. Вот прямо сейчас мы достигли экстрима sell 187-360. Это вот здесь. 187-360. Это достаточно агрессивная для меня продажа, потому что здесь нет сигнала на sell. Пока. То есть мы ожидаем, что рынок придет вот сюда, к этой области ценности. Смарт-осциллятор почти на максимуме. Фиксирую прибыль по индексу Великобритании. И посмотрим, будет ли у меня снова заход. Смотрите, еще раз, да? Фундаментальный принцип торговли.
локация, понимание локации, в каком мы находимся состоянии на рынке. Локация узкая, локация широкая, узкая, широкая, узкая, широкая. Вот это узкое, ты здесь ищешь шанс сыграть на расширение. Расширились, фиксируешь. Потом идет коррекция, если есть сигнал, заходишь, например, снова в sell. Затем ждешь расширения, и затем за этим последует опять сужение. Это основной цикл рынка. Соответственно, вот здесь фаза широкая. Вот здесь. Почему? Потому что цена далеко от моих черных точек и может отскочить. Вот здесь далеко было, отскочили. Иногда этот отскок может быть глубоким, иногда вовсе перерасти в разворот. Угу. Поэтому на вот этой силе мы зарабатываем, берем профит. Затем, когда рынок пошел на коррекцию, то есть происходит опять сужение, мы опять заходим и вот так циклом идем. Угу. Поэтому если придет сюда снова и будет сигнал, я снова зайду на sell. Но расстояние очень большое, видите? Мои точки, цена. Может пойти вниз? Ну, естественно. Это же не гарантия. Примерно 7-8 сделок из 10 будут корректироваться. Точнее, рынков, да, будет коррекция. Фунт иена, sell сигнал 187-360 по фунт иене. По фунт иене 187-360 sell. Я чуть опоздал уже, здесь был идеальный вход на продажу. Так, и у нас индекс DAX еще, да? Давайте индекс DAX посмотрим. Да, видите, индекс DAX тоже пришел к ценности. Вот смотрите. Локация какая? Широкая. Экстремальное удаление от ценности. Sell. Возврат к ценности. Take. И от этой ценности можем либо купить, либо уже сюда не лезть. Угу. Британский индекс дошел до поддержки 74.21. 74.20 даже упал, по-моему. Да. Я вышел чуть раньше здесь. И видите, цена идет к ценности. Почему? Потому что фаза какая? Широкая. Смотрите вниз, смарт-осциллятор. Мы удаляемся от ценности широко. Чем дальше цена от ценности, тем более вероятно, что будет отскок. Если ты вот здесь продал по ходу движения, не сиди, не жди более низкие цены, не жадничай. Потому что движение будет такое резкое, что не успеешь окочуриться, очнуться, цена уже уйдет обратно. Есть отдельная категория трендов. Я их называю настойчивые тренды. Настойчивые тренды так не двигаются, как UK, британский индекс. Настойчивые тренды двигаются совершенно по-другому. Там цена вообще не удаляется от ценности, она так медленно, мелкие свечи, вот так идет. То есть нет вот такого. А если есть, то это конец все тренда. Угу. Вот это сумасшедшие тренды. Они очень такие, они не быстрые, но очень. Даже не дают цене опуститься. А здесь, посмотрите, какое расстояние, видите, да? Вот в таких трендах ты хочешь сидеть дольше. В таких нет. В таких ты рассчитываешь на движение, быстрый тейк, потом коррекция. Если есть сигнал, заходишь снова в sell, потом рассчитываешь на движение, снова берешь тейк на силе, то есть на падении, не ждешь, когда она обратно вернется, и уже ты от страха перейдешь в безубыток, твой безубыток сработает, да, и цена потом пойдет в твою сторону. Отсюда приходит разочарование, да, в каких-то методах, вообще в торговле, когда, ну, скажем, вот цена идет, ты вот здесь продал, да, например, вот здесь твой sell. Она идет такой, круто, вау, какое падение, ты взял, а еще вот убыточная привычка, трейда, он берет, у него тейк был здесь, он такой, ну, до того, как цена сюда пришла, он взял тейк сюда поставил. То есть до этого был ТП здесь, а он взял ТП сюда поставил. Типа падает хорошо. Что происходит? Рынок не доходит до второго ТП, уже начинает разворачиваться, трейдер переводит от страха в БУ, да, или вот здесь с копейками каким-то закрывает прибыль, да, берет профит, цена идет, или по БУ выбивает, или он уже там копейки взял, и потом бам!
Почему это происходит? В чем ошибка? Ошибка просто в элементарном непонимании или невнимании. Вот два варианта. Либо непонимание. Непонимание исходит из того, что у тебя недостаточно знаний, нужно как раз набраться, да, практического опыта, обучаться у профессионалов, у людей, которые действительно знают, что они делают. И тогда уже нужно внимание. А если нет внимания, то нужно просто больше на это, да, скажем так, делать акцент, потому что порой внутри дня рынок так двигается, что ты не знаешь, за что хвататься, да, и там движение, и тут можно, и тут можно, и тут можно. Поэтому ваш весь фокус, невзирая ни на что, должен быть на циклах. Вот это узкая фаза, ты молодец, ты хорошо вошел. Это фаза расширения. Вот то, что у меня была узкая фаза пошла расширение. Если ты поставишь take profit очень далеко, тебя ждет разочарование. И причина, почему ты ставишь take profit далеко, это жадность. А почему ты здесь начинаешь переводить без убыток или закрываться? Страх. Тебе больно, да, тебе боязно, что ты сейчас еще лосс получишь или вообще ничего не заработаешь. То есть эти эмоции, жадность и страх, они переплетаются. И все, говорю, исходит из того, что просто ты не работаешь в соответствии с циклом рынка. Ты противоречишь ему. Либо не до конца, скажем так, следуешь этому. То есть ты знаешь, ну вроде когда мы сейчас упадем, сейчас будет коррекция, ну я еще подержу, сейчас еще. Я обычно наоборот закрываюсь даже чуть раньше. Я стараюсь не ждать, когда на тик в тик сработает мой тейк. Иногда я ставлю тейк выше. Безусловно, у меня есть отдельные техники для этого. Но если трейдер новенький либо страдающий, ему это не надо. Ему надо зайти, взял, тогда уверенность быстро будет. Уровень, да, дух будет подниматься. Коррекция куда? К ценности. Почему коррекция к ценности, Аркадий? Ну, потому что мы были далеко. Мы пришли туда, куда мы должны были прийти. Почему? Потому что такой цикл рынка. Иногда мы не доходим, как здесь. Да? А иногда мы приходим и прям тестим эту зону. Если ты вот здесь, например, хорошо продал, довольный, такой падает, сейчас еще упадет. И тут же ты через 5 минут смотришь, что вот в тебе внутри вот в этот момент будет происходить? Какие эмоции ты будешь испытывать? Боль, разочарование, недовольство. Вот эта ситуация, которая здесь произошла, она может легко выбить тебя из колеи в этот же день, и ты начнешь какую-то херню творить на других символах. Открывать черт знает что. Заходить, выходить в сделки. То есть вот этот один такой будет катализатор, триггер. Все, ты поплыл, до свидания. Кроме как чувства вины, ты здесь ничего не можешь испытывать. Зачем я это делал? Надо было брать. Но на тот момент, когда еще вот этого не было, тебе кажется, ну что же идеально, тут тренд, там вообще пропасть снизу. Жадность. И вот под влиянием этих ощущений, состояний, эмоций ты теряешь видение реальности. Того, что происходит на самом деле. А чтобы видение реальности было, тебе нужно держать фокус на одном критерии. Вот еще раз, я не устаю об этом говорить. Держи фокус на локации. Смотри, следи за тем, как цена удаляется от ценности. И я потратил годы, чтобы найти способ измерения вот этих, скажем так, моментов, да, визуальных именно. Потому что я могу глазом на глаз посмотреть, ну да, в принципе, далеко. А как точнее быть, как быть постоянным в интерпретации вот этого рыночного цикла. Я наконец-то в 2023 году я нашел для себя этот способ. Мои трейдеры вообще обожают. Это смарт-осциллятор в комбинации с моими точками волатильности. Ну, точки волатильности, они в вечность существуют, я их давно использую. Потом я их обновил, там свои наработки добавил, ну, неважно. И вот в комбинации со SmartOS они просто идеально взаимодействуют, давая четкое понимание о том, где мы находимся относительно вот этой фазы сужения, расширения.
И сейчас фаза какая? Мы сузились, мы пришли к ценности. И сейчас посмотрим, что здесь будет. Бум! То есть рынок просто трут. Все. DAX, посмотрите, пришел к ценности. Трут. Все. Здесь мы были широко. Здесь ценность. Ты можешь здесь не взять тейк после продажи здесь, потому что кажется, что он еще пойдет. Все, разворот. И он идет дальше. То есть есть определенные закономерности, против которых лучше не идти. Лучше не действовать против них. Ладно, ждем индекс Великобритании. Мы уже ушли чуть ли не к тому месту, где все началось. Мы отскочили здорово от нашего уровня, который мы определили заранее. Да, 7420. Видите, здесь цена идет плюс-минус вокруг этих значений, да, круглых. То есть их тоже нужно иметь в виду. 720, 730 и так далее. Так, ну вот мы отлично торговали, да, индекс Великобритании. DAX я не торговал, здесь был sell-сигнал, потом рынок пришел к ценности. Здесь можно было прикупить, но у меня такого плана не было покупать здесь DAX. Я продал индекс Великобритании здесь, я продал здесь, взял тейк здесь, взял здесь тейк 1, 2. Потом была коррекция, чтобы продать 3, но никаких сигналов, рынок проскочил. То есть очень важно, что мы ждем сигнала, смотрим на поведение цены возле наших, да, ключевых уровней, ключевых значений. Ну и, конечно, следим за вот этим циклом расширения, сужения. Здесь оно достигло пика своего, видите, да? То есть и смарт-осциллятор провалился, и далеко до точек. То есть здесь мы видим только точки далеко, да? А Smart EOS еще не провалился. А здесь он провалился, и точки на таком же расстоянии. Замечаете тенденции? Происходит у вас прояснение? Вот мне скажите, вообще что-нибудь проясняется у вас? Я не говорю, что там я такой умный и так далее. Я говорю, раньше такие вещи творил, что кто бы мне вот так объяснил, глядя в камеру, да. Может, не с первого раза, но я думаю, сразу третьего, десятого, может, мне бы дошло. А никто же не говорил, все вот одну херню, какую-то пароли и все. Потом я нашел, скажем так, человека, наставника, место, где я могу развиваться. И вам рекомендую. Найдите это место. Может, оно уже есть. И действуйте. Туда копайте, в том направлении. А так будете плавать долго. Я не думаю, что из этого что-то выйдет из самостоятельного путешествия. Снова sell индекс Великобритании. Это более глубокая коррекция. То есть это ускорение, пробой, это коррекция, скажем так, стандартная, да, первая коррекция. И это глубокая коррекция, то есть мы ушли даже выше этой коррекции. И мы рассчитываем на резкое падение вот сюда к точкам, не ниже. Это зона фиксации прибыли. Так, пока уберем, посмотрим быстренько на другие символы, потому что здесь иены пошли и все такое. У нас был индекс DAX, да, коррекция. Пока здесь нет ничего. Smart EOS опять ушел на пик свой. Видите, да, эти циклы? Смотрите. Узко, 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 расширяемся, расширяемся. Предельно широко. Sell. Отходим от экстримов. Ценность. Ценность. Buy. Уходим от ценности, уходим, уходим. Широко. Sell. И все это в реальном времени мы видим. Здесь зона long. Buy. Почему buy? Smart осциллятор зеленый. То есть здесь мы видим и направление, и то, насколько цена далеко или близко к ценности. Поэтому здесь мы можем ожидать реакцию. Но также я смотрю на положение относительно моих точек. Давайте измерим. Здесь. Здесь. Одинаковое удаление. Да. Поэтому мы можем в ближайшее время ожидать паузы, либо коррекции. Здесь, несмотря на колоссальную силу быков, нельзя покупать до тех пор, пока осциллятор не отвалится хотя бы вот до сюда. Когда он вот так прижался, все, здесь осталось чуть-чуть. Или ты можешь вообще вот на такую свечу нарваться.
А это сильно ударит по твоей уверенности. Когда ты здесь войдешь довольнее от того, что тренд растет, или много возьмешь большой объем, и рынок обвалится, и что с тобой будет? С твоей уверенностью. Ты в следующий раз испугаешься взять такую позицию. Почему? Ну, потому что неверно прочитал цикл рынка. Это не значит, что он не может пройти вверх. Примерно 20-25% вероятность того, что будет существенное движение. Максимум 25%. Более вероятно, что либо здесь будет пауза, он немножко застопорится, вот туда-сюда будет ходить. SmartOS отойдет от экстримов, я смогу купить. Либо он резко упадет, и, возможно, здесь будет бай. Возможно. Почему возможно? Потому что когда SmartOS на экстриме, может быть и более глубокое восстановление. Да, рынок торгуется выше максимум вчерашнего дня. Рынок пробил все уровни. Впереди есть потенциал, безусловно. Но меня волнует не потенциал даже, а то, что сейчас, прямо в данный момент времени, делают участники. И как дышит рынок сейчас. Потому что как он дышал вчера, позавчера, это осталось там. Сегодня у него может быть другая скорость, другой ритм, другое количество участников, другой фон, другая погода. Понимаете, да? И все это имеет значение именно сейчас, потому что когда мы торгуем внутри дня, мы хотим не то что прогнозировать даже, а, скажем так, предполагать, что может произойти дальше в ближайшие 5, 10, 15 минут. И самая важная дата, информация, она находится вот здесь. Не вчера, а здесь. Вчерашние уровни важны, например, максимум дня. Но если мы выше, я это вижу и все. Больше ничего там не надо считывать. Но по ходу, когда рынок двигается, вот это мне важно. Да? Считывать его циклы, его положение относительно ценности. Я могу посмотреть на дейли сейчас график индекса DAX и сказать: ого, там такой тренд, там такой потенциал. Но это будет другой тип торговли, это уже позиционная торговля. Ждем коррекцию. Фунт иена. Мы с вами говорили про сигнал. Так как я был в британском индексе, я не лез в фунт иена на sell, но самое явное доказательство, да, очередное, многотысячное уже того, насколько вот эти принципы важны. Широко вот здесь, видите, смарт-осциллятор и цена как далеко от точек. Смарт-осциллятор на экстриме, фаза, локация широкая. Не покупай больше здесь и в дальнейшем тоже. То есть здесь нигде нельзя покупать. Ты можешь искать только sell, либо ничего. За это отвечает, за вот эти экстремальные значения, мой смарт-сканер. То есть это торговая система, которая ищет совпадение условий на многих-многих графиках. Я могу это сам искать глазами, да, по этим же критериям, но могу это делать только на 2-3 рынках. Но больше мне не хватит просто. Невозможно торговать 10 рынков одному без использования автоматики на минутном графике. Максимум ты можешь охватить 1, 2, 3 рынка. 3 это даже много, 2. А робот тебе позволяет эту систему, этот подход размножить на большое количество рынков и там искать наилучшие совпадения. И когда там все произошло, ты просто в готовом виде получаешь информацию в таблице и действуешь. Соответственно, вот здесь мы видим, что далеко нельзя нельзя покупать, можно продавать, но уже продавать нельзя. Почему? Потому что мы пришли к балансу, к ценности. Смарт отошел от экстримов, и мы у ценности. Это зона решения, да, куда рынок пойдет, но здесь нет ничего более привлекательного, поэтому смотреть сюда не будем на фунт иена. Но вот это идеальное место на sell. Да. Вот вся торговля, весь трейдинг. Широко, узко, широко смарт-сканер, узко тренд-сканер. Смарт-сканер, тренд-сканер. Если прям совсем просто. И вот сейчас мы смотрим на DAX. Он есть на нашем тренд-сканере. Широко или узко? Широко, но уже немного сужается. Смарт-осциллятор отходит от своего пика.
И мы ждем, когда наши точки начнут немножко компрессоваться, да, скажем так, приближаться к ценности. И тогда мы можем прыгнуть в buy по DAX. Наблюдаем за нашим британским индексом. Что-то замерз, будем его закрывать и смотреть на DAX. Сейчас еще минутку и все. Нам надо быстро, а это медленно. Мы будем сидеть в нем. Поэтому старайтесь торговать ликвидные рынки, активные рынки. Все, я забрал небольшой профит по британскому индексу. И все, выходим. Третий профит. Да? Sell, sell, sell. 3 sell с трендом. Закрываем его и смотрим на DAX, потому что здесь может быть резкое ускорение. Чуть-чуть отошел наш индикатор от максимумов. Наш смарт-осциллятор, но по-прежнему очень высоко. Я купил DAX. Покупаю DAX ультра коротким стопом, потому что эта форма, вот эта узость, такая, видите, точки приблизились очень близко. Это указывает на то, что сейчас может быть палка вверх. И вот мы там закроем прибыль. Фиксируем DAX. Очень опасно, да, потому что мы, смотрите, как расширились. Далеко, далеко от ценности. Хотите, вам дам еще одну простую фишку. Вот многие трейдеры предполагают, что для тренда нужна коррекция. На самом деле для хорошего тренда практически не нужна коррекция, потому что для тренда, который скорректировался на 60%, этот тренд не то что обречен, но у него очень мало шансов сразу улететь наверх. Обычно будет вот такая история. Он будет долгое время консолидироваться, прежде чем наберется сил. Потому что ему подняться с 60%, уйти опять туда наверх, сделать новый максимум, очень сложно будет. Более того, вы можете допустить одну из самых распространенных ошибок трейдеров, которые после коррекции такой глубокой, они здесь смотрят, о, пробой, и покупают на бай. Рынок уже столько времени потратил, сил, чтобы от 60% прийти сюда обратно. А вы здесь еще покупаете на пробой в ожидании ускорения? Нет, это будут примерно 70-80%. Возможно, я вам глаза открыл на некоторые вещи. 70-80% у вас будут убыточные сделки. И вы будете говорить, пробой говно, не работает. Или какой-то сигнал там у кого-то взяли, торгуете его. Да говно, не работают эти сигналы. Но потому что ты применяешь их после не совершенно других обстоятельств. Вот если ты такой же сигнал на пробой будешь принимать после коррекции, скажем, 20 или 30%, то этот пробой будет великолепно работать, да потому что рынку для разгона не нужно много. Понимаете? Напишите. Поставьте лайк, я хотел сказать, напишите комментарий. Понимаете, насколько ценная информация я вам даю? Покупаем DAX. Снова покупаем DAX. Тоже скальпим, да? До красного уровня 200%. Скальпинг. Скальпинг. Алерт на всякий сюда. Скальпинг. Видите? Вот смотрите, то, что мы говорили про коррекцию сейчас. Смотрите. Внимательно. Движение. Коррекция. Сколько коррекций это движение? Процентов 15-20, да? Наверное, максимум. Движение. Коррекция. Сколько процентов? То же самое. Но если будет движение и коррекция 60%, то при пробое вот этого уровня, вот этого, если ты купишь, 70-80% будут убыточные сделки, а рынок будет обратно идти. Угу. Очень важное правило. Поэтому в профессиональной среде существует такое, да, правило, особенно для интрадейщиков, для тех, кто торгует тренды, ускорение трендов, что если
ты вот видишь, импульс, да, произошел. Если коррекция пошла ниже 60, не рассматривать. Ниже 50 аккуратнее быть, внимательнее. А все, что до 50 и выше, то есть вот это хорошее место, чтобы покупать на этой же коррекции, да? Либо на пробое плюсовать еще. А лучше там 20-40% этот диапазон. Угу. Поэтому вы можете этого не знать или на это не обращать внимания. То есть два варианта. Либо нет знаний, либо нет внимания к тому, что ты знаешь. Угу. И в итоге терять деньги. Потому что торгуешь после очень глубокой коррекции. Давайте смотреть на немца. Все, забрали скальп. Все, больше не лезу в немца. Больше не лезу в немца. Ну, немножко отскальпировали, нормально. Нормально. Понемножку так. Видите, точки тоже пошли. Вот что я называю место, где надо покупать. Просто вот давайте на этом примере разберем. Вот смотрите. Широко, да? Мы ждем, когда будет узко. Два варианта, как может быть узко. Цена придет, либо цена вот так будет топтаться, точки прибегут. Сокращается дистанция, здесь нажимаешь buy. Это скальп, потому что это в потоке, уже вон рынок сколько времени растет. Потом идет новый хай и опять удаление от ценности. Видите, оно примерно по длине, как здесь, видите, да? А затем либо рынок сам придет, либо точки придут. Рынок начинает топтаться. Смотрите, точки растут. Еще до вот этого взрыва, вот здесь точки поднимаются, дистанция сокращается, buy. Вот весь принцип, как торговать, например, прыгая в тренд, если ты где-то не купил внизу, или не был там в сделках, или не было сигналов, или был ты в другом символе, как я, да, торгую индекс Великобритании. Ты же везде не можешь успеть. В единицу времени максимум на 2 символах ты можешь концентрироваться, а лучше на одном. И туда объем заливать. Евро-иене сигнал появился с тренд-сканера 161 845. 161 845. Точки близко, видите, белые точки, не такая большая дистанция. Поэтому можем рассчитывать на движение дальше. Плюс здесь круглая цифра 162. Давайте попробуем здесь поискать buy. То есть узко, видите, да? Широко. То есть как было широко. И какой идеальный sell сегодня был по иенам. Вот здесь. То, что мы разбирали. Помните, фунт иены и параллельно была еще евро-иена. Просто идеальный. Экстремально, экстремально. Здесь экстремально. Здесь ты еще не продаешь. Почему? Потому что смарт-осциллятор не на экстреме, а здесь на экстреме. И здесь sell. Угу. А здесь никто не на экстреме, расстояние небольшое. Здесь узкое состояние, здесь широкое. Здесь ты продавец, здесь ты покупатель. Угу. Здесь ты продавец против тренда, здесь ты покупатель с трендом. Так, я купил евро-иену. Давайте сейчас посмотрим Solana. Что там происходит? Solana. Ну, Solana, видите, да, пришла к ценности. Вернулись к ценности. Удаление. Далеко. Узко пришли к ценности. То есть, если трейдер здесь продал, ориентируясь на экстрим здесь или здесь, то есть вот у нас зона sell, ни в коем случае не buy, зона sell, вот она. Если трейдер здесь продал, для него это скальп, да, он в этой зоне берет прибыль возле точек. Либо просто сюда не лезет, фиксирует прибыль с покупок и все. Почему? Потому что ты входишь перед расширением, а на расширении забираешь профит. Затем ты входишь на разворот, когда далеко от ценности, либо ничего не делаешь. Все, ждешь, когда опять произойдет ситуация, где ты можешь войти по тренду. Сужение. Все. Вот простой подход. Или евро-иена внизу. Или
Может быть более глубокое восстановление. Туда вниз, сюда. И вот видите, вот эти коррекции, вот посмотрите, движение, коррекция сколько? 50% максимум. Движение, коррекция 50. Движение, коррекция 50. Движение, коррекция вообще копейки. Движение, коррекция какая? Уже 60. И все. Понимаете, да? То есть никогда не торгуйте на пробой после коррекции 60%. Здесь нельзя. Можете купить на коррекции, ожидая, что цена придет. Это нормальная сделка, классическая. Но когда вы изучаете какой-то теханализ и вообще трейдинг, вам часто говорят, что 60% хороший уровень действительно поддержки, сопротивления, Фибоначчи, уровень 61,8, да, точнее. Вот, там комбинация Фибоначчи уровня, это круто. Но это работает именно для коррекции, в том смысле, что если здесь купил, ты ожидаешь, что цена придет, протестит. Или обычно, очень часто наблюдается такая картина. Он пришел 61,8, он дошел 61,8. Только уже от вот этого движения. Это твой тейк, самый надежный тейк, потому что может быть так хоп, хоп, и он придет к паттерну. Какой-нибудь Гартли, там бабочки. Потом тоже очень популярная история. Но ни в коем случае не покупай на пробой. У тебя никаких шансов в долгосроке не будет зарабатывать с помощью пробоев после глубокой коррекции. Про то, что я говорю, контекст имеет значение. Ты можешь вот этот пробой торговать, вот этот пробой торговать и терять кучу денег, и тот же самый пробой торговать, но после коррекции 30% или 20% и зарабатывать деньги. А будешь говорить, торгуя такой пробой, что пробой говно. Не работает. Разводняк. Ложняк. Ложняк. Почему? Ну, потому что 60% коррекция, или там 61,8, сколько. Это глубокая коррекция. Рынку нужно сколько сил, чтобы сюда пройти, и еще чтобы пробить, и ты еще поймал тренд. Понимаете? Поэтому обычно будет происходить так, если цена намерена идти дальше по тренду, после коррекции 60 он будет топтаться, тяжело так думать, и потом только прорвет, набрав силы, энергию, топливо. Все, по иене взяли прибыль очень быстро по сканеру. Сегодня прям очень прибыльно торгуем. Я имею в виду 100% прибыльных сделок. Да. Обычно я рассчитываю на 70% прибыльных, а здесь 100%. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. И добро пожаловать в мой телеграм-канал, ссылка под видео, там еще больше для вас полезной информации. Увидимся.